Ну что ж, начнем наше занятие. Еще раз всем добрый день. Рад приветствовать вас на втором нашем занятии по предмету физика. Мы продолжаем рассматривать раздел «Механику». На данном занятии мы также обновим свои знания с прошлого занятия и пройдем новые разделы в механике. Но сначала немного организационных моментов. Все вы пользуетесь данной таблицей, ведомостью по предмету физика. Здесь перечислены расписание, время. Также вы здесь можете найти ссылку на подключение в Zoom. Есть также указана ссылка на подключение в группу WhatsApp. И также здесь список всех студентов. И я бы хотел обратить ваше внимание, что в данной таблице есть и ссылки на материалы первой лекции. Как вы видите сейчас на экране, красным у нас в первом столбце отмечены те, кто не присутствовал на первой лекции, а зеленым те, кто был на первой лекции. Также, когда вы нажимаете напротив своей фамилии, вам открываются ссылки на запись первой лекции, а также на презентацию. Так будет к каждому нашему занятию. Вы можете к каждому нашему занятию в таблице найти нужную вам информацию. То же самое касается и второй пары, которая у нас также сегодня будет, на котором мы будем рассматривать практические задачи по физике по разделу механики. Также здесь доступны с прошлого занятия запись практического занятия и две презентации по кинематике, по теории в кинематике и также по решению задач, которые мы рассматривали на прошлом занятии. Также на этом занятии я отмечаю, кто присутствовал на паре, а кого не было. Вы можете также нажать на данную ячейку и открыть нужные вам материалы. Или запись занятия, чтобы просмотреть еще раз и обновить свою память. Или также презентации. Помните, что при поступлении в РТУ МИРА вам нужно будет сдать экзамен, поэтому, пожалуйста, вся информация в любое время вам доступна. Теперь я бы хотел особое внимание обратить на третий столбец. Это домашнее задание. После каждого занятия я вам буду давать домашнее задание. После прошлого занятия это был тест. Ссылку на тест или на другое какое-либо домашнее задание вы также можете найти в данной таблице, нажать на ячейку возле своей фамилии и пройти по ссылке. Здесь обратите внимание, что указано, как только вы пройдете тест, будет указано количество правильных ответов из общего числа вопросов. Как вы видите, допустим, указано 13 из 13, что обозначает, что вы прошли и ответили правильно на все вопросы теста. Вот как вы видите, 13 из 13. Те, кто ответил на некоторые вопросы неправильно, пишут, например, 3 из 13. И дальше перечислены вопросы после В, двоеточие. Перечислены номера вопросов, на которые даны неправильные ответы. То есть вот даны отвечено 3 из 13, и значит 10 ответов дано неправильно. На вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 и 13. Зеленым отмечены те, кто выполнил тест, а красным тем, кто даже к нему не приступал и не проходил его. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. И, пожалуйста, те, кто не прошел тест к предыдущему занятию, не выполнил домашнее задание, в срочном порядке это сделайте. После сегодняшнего занятия и второй пары у вас также будет новое задание, тоже в Google таблице в виде теста. Всем все ясно? Да, отлично. Продолжаем.
Сейчас мы с вами пройдем предыдущий материал, который мы использовали в предыдущей лекции. Также я вам напомню формулы, которые мы вывели в предыдущей лекции, основные понятия. И приступим уже к дальнейшему материалу по разделу механика. Первое, это мы коснулись общих понятий физики. Мы говорили на прошлом занятии, что такое физика, что изучает физика. И вот основные понятия, которые мы на прошлой паре изучили, это физика, физический, механика. Как вы видите в этой таблице, для того, чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, есть перевод на английский язык, на французский язык и на арабский язык, чтобы вы усвоили большее количество слов. Поэтому, пожалуйста, запоминайте слова, которые я произношу, и которые мы будем использовать дальше при объяснении, я буду использовать дальше при объяснении материала. Механический, основной, понятие, наука, природа, материя, материальный, мир, окружающий, изучать, свойства, тело, явление, объект, каждый, движение, двигаться. Дальше, изменение. Мы будем говорить об изменении величин разных. Называться, то есть как называются некоторые величины. Находить. Мы будем находить значения, находить ответы к задачам. Непрерывное движение у нас есть. Например, мы будем рассматривать на примерах различных движений автомобиля или движения пешехода. Таблица. Вот таблица наша. Человек, дерево, дом, автобус, машина, солнце, земля, луна, самолет, вода, чайник, идти, ехать, вращаться, вокруг. Данные понятия хоть и легкие, но чтобы мы с вами лучше друг друга понимали, вы должны понимать точные значения в переводе на свой язык. Лететь, кипеть, светиться, делиться, раздел, определенный, данный, форма, вид, кинематика. Сейчас мы рассматриваем кинематику, кинематический. Дальше будет у нас раздел динамика на следующей паре, динамический, статика, гидростатика, молекула, тепло, тепловой, термодинамика, электричество, электрический, магнетизм, колебания, волна, оптика, атом, атомный, ядерный, процесс, простой, закон. Также на прошлой паре мы рассмотрели, из каких разделов состоит физика. Физика состоит из механики, которую мы изучаем сейчас, из гидростатики, молекулярной физики, термодинамики, электричества, магнетизма. Обычно эти разделы, я вам на прошлой паре говорил, идут вместе. Колебания и волны, оптика и атомная и ядерная физика. Атомную и ядерную физику у нас будет рассматриваться уже в ВУЗе, когда вы уже поступите на первый курс. Сейчас мы рассматриваем механику и ее раздел кинематику. Общие понятия в физике, которые я вам напомню. Почему мы рассматривали только что переводы, чтобы лучше понимать эти понятия, которые будут встречаться у вас и в тестах, и в домашних заданиях, и в экзамене. Поэтому их нужно точно знать. Поэтому я сначала вам дал перевод многих слов, а сейчас, чтобы вы лучше запомнили данные фразы. Физика, мы говорили на прошлом уроке, это наука о природе. Физика – это наука о мире, который нас окружает.
Физика изучает свойства физических тел и физические явления. Сейчас мы еще раз коснемся, что такое физические тела, а что такое физические явления. Физическое тело – это объект природы, это каждый, любой предмет физики. Объекты природы могут быть большие и малые. Большие объекты – это макрообъекты, например, Солнце, Земля. Малые объекты – это микрообъекты, например, молекула, атом. Физическое явление – это движение объектов природы. Любое изменение в природе называется явлением природы или физическим явлением. Пожалуйста, обратите внимание на эти определения все. Вот первое, второе. Оно очень часто встречается в заданиях и в тестах, которые также будут у вас попадаться, и которые я вам буду давать домашние задания. Также эти определения, хоть они кажутся и простыми, но необходимо знать при дальнейшем обучении и в ВУЗе, понимать разницу между, допустим, физическими телами и физическими явлениями. Что это такое? И вот два вот этих определения, что такое физическое тело и физическое явление, говорит нам об этом. Что такое движение? Это любое изменение материи. Материя, вот задавали мне в WhatsApp вопрос, что такое материя? Материя – это все, что реально существует в природе. Материя всегда движется. Все объекты материального мира находятся в непрерывном движении. Человек идет, автобус едет, самолет летит, земля вращается, солнце светит, вода кипит. Полный курс физики состоит из многих разделов, и мы их рассмотрели, эти разделы, на предыдущем слайде. В каждом разделе изучается определенная форма движения материи. Да, физические формы движения материи – это механическое движение, тепловое движение, электромагнитные процессы, атомные и ядерные явления. Самым простым видом движения материи является механическая форма движения. Законы механического движения изучаются в первом разделе физики «Механика», который мы сейчас с вами и проходим, этот раздел. Еще раз коснемся, что такое физические тела и физические явления. Физические тела – это дерево, человек, а вот когда, допустим, человек идет, это уже физическое явление. Дом, автобус, а когда автобус едет, это уже физические явления. Физические тела – это солнце, земля, а физическое явление – это земля движется, вращается вокруг солнца. Физическое тело – это просто самолет, а когда самолет летит, это уже у нас физическое явление. Чайник с водой – это физическое тело, а вот вода кипит в чайнике, это уже физическое явление, которое мы также будем с вами разбирать в одном из разделов физики. Теперь перейдем к следующему нашей теме, которую мы также рассматривали на предыдущем занятии. Это механическое движение и тело отсчета, материальная точка. На прошлом занятии многие из вас, и некоторые мне писали из вас, что многие слова они не понимают, и поэтому теряется смысл вообще моих слов. Поэтому в начале каждого из наших тем я буду давать вот такой вам словарик, чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю в переводе на ваш язык. Положение, пространство, время, часы, происходить, размер, длина, ширина, высота. Все знают, что такое длина, высота, допустим, длина, высота. Все понимают, да? Это хорошо. Да. И там, допустим, ширина. То есть мы можем говорить, что высота, если мы рассматриваем три оси, трехосевое, это z, x и, допустим, y. Z это высота, x это длина и y это ширина. Радиус у окружности, радиус. Диаметр это 2 радиуса. Вот это диаметр. Среди, между, другой, рисунок, лежать, стол, книга. Я вам, как говорил, этот словарик взят у нас из сборника
Чернякова, Малеев и Прилуцкая. Это физика. Это учебно-методическое пособие для иностранных учащихся подготовительного отделения. Учебное издание. Продолжаем слова. Тетрадь. Слева, справа. Определять, относительно, пример, отсчет, покой, покоиться, одновременно, система, координата. Мы будем говорить, также мы и на прошлой паре говорили, многие из вас тоже мне потом писали, задавали вопросы, что такое система, что такое координата, ось координат, которую мы рассматриваем, трехмерную ось, точка, прямая, линия, плоскость, помощь, не учитывать, пренебрегать, рассматривать, задача, мы будем решать на втором занятии задачи, расстояние меньше от малого, нельзя. Вот эти слова я вам говорю, потому что ваша цель, вы много знаете уже сами из физики, и ваша цель понять те термины только на русском языке. Вот первое определение, которое вы должны понять после данного словарика, это механическое движение. Это изменение положения физического тела в пространстве и во времени. Механическое движение происходит в пространстве и во времени. Физические тела имеют форму, размеры и находятся среди других тел. Например, когда мы говорим «книга лежит на столе слева от тетради», то мы определяем положение книги данного тела в пространстве относительно тетради другого тела. Тетрадь в данном примере есть тело отсчета. Мы с вами говорили на прошлом уроке, что все у нас относительно, и скорость относительно, и вообще перемещение, особенно движение, это относительная величина. Я вам на прошлом занятии рассказывал на примере арбуза, как он движется относительно людей, которые остались на остановке, и тех людей, которые находятся в автобусе и с которым едет человек и держит в руках этот арбуз. То есть движение мы определяем именно относительно какой-то системы отсчета. В данном случае, например, мы сказали, что книга лежит относительно тетради, то есть относительно тетради. Продолжаем. Тело отсчета – это объект, относительно которого определяет положение данного тела в пространстве. Пожалуйста, не путайте это. Всегда знайте, что скорость движения мы определяем относительно тела отсчета. Относительно Земли, нашей планеты, мы покоимся, но относительно Солнца мы движемся вместе с Землей. И мы хоть и сидим сейчас на стуле, но все равно относительно Солнца, относительно нашей Вселенной движемся. Рассмотрим пример из таблицы 1. Человек идет относительно дерева. Дерево – тело отсчета в этом случае. Автобус едет относительно дома. Дом – тело отсчета. Земля вращается относительно Солнца. Солнце – тело отсчета. Луна вращается относительно Земли. Земля – тело отсчета. Любое физическое тело может быть телом отсчета. Если тело движется, его положение относительно тела отсчета изменяется. Если тело не движется, тело находится в покое, тело покоится. Механическое движение и покой относительны, поэтому тело одновременно в одно время может находиться в покое и движении. Например, в автобусе сидит человек, а автобус движется относительно дома. Человек не движется, он находится в покое относительно автобуса, но человек движется относительно дома. Чтобы определить положение тела в пространстве и во времени, рисунок 3, нужно иметь тело отсчета, точку 0, систему координат x, y и z, которую мы с вами и рассматриваем. И часы. Система координат, тело отсчета и часы – это система отсчета. У вас сегодня, после данного занятия, будет домашнее задание. Это определение. Тоже будет часть тест, и часть также будет и видеозадание, где там будут, допустим, по видео вам задавать вопрос, и вы должны будете ответить.
Может быть, даже и письменно нужно будет ответить. Поэтому, пожалуйста, задача наша сейчас, как и прохождение всего курса физики на русском языке, но также, чтобы вы научились улавливать материал, который я вам произношу и говорю, и также, чтобы вы учились искать информацию на русском языке, не пользуясь при этом переводчиком. То есть вы должны это уже уметь при обучении уже с вашими коллегами, студентами из России. Поэтому мы должны с вами всесторонне подходить к изучению физики. И чтобы вы и на слух хорошо улавливали, и могли также и ответить хорошо, написать ответ вы могли, записать то, что я вам говорю, и все это на русском языке желательно. И также и искать информацию, потому что вам нужно будет очень много искать информации. Это и рефераты, и дипломы, и разные статьи мы тоже будут у вас такие домашние задания именно на русском языке. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на эти определения. Поэтому мы с вами их проходим еще раз. Положение точки на прямой линии определяется с помощью одной оси координат ОХ. Вот, как пример ОХ. Положение точки на плоскости определяется с помощью двух осей координат ОХ и ОY. ОХ и ОY координаты мы говорим 2D. Да? Плоская координата 2D. Положение точки в пространстве определяется с помощью трех осей, которые образуют систему координат X, O, Y. Рисунок 4В. Часто физическое тело мы называем точкой, материальной точкой. Что же такое материальная точка? Тоже, пожалуйста, обратите внимание, что такое материальная точка. Это физическое тело, размер и форму которого можно не учитывать в данной задаче. Мы в прошлом паре это тоже говорили. Я сегодня взял, я вам скажу, точнее вчера, вопросы к экзаменам на поступление в ВУЗ. И вот там очень много вопросов, связанных с определениями физики. Поэтому меня попросили еще раз с вами точно пройти вот этот материал, именно определение, чтобы вы точно знали определение физики. Потому что это будет у вас и в заданиях, и в тестах. И также в экзамене, и в финальном нашем экзамене, который будет в июне, и при поступлении. Материальная точка – это физическое тело, размер и форму которого можно не учитывать в данной задаче. Каждое физическое тело имеет размеры и форму. Если в задаче не учитывают, не рассматривают размеры и форму тела, то такое тело называют материальной точкой. Например, Земля вращается вокруг Солнца. Радиус Земли 6400 километров. Расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров. Радиус, тоже обратите внимание, как я называю цифры. Радиус Земли много меньше расстояния от Земли до Солнца. Поэтому размером Земли можно пренебречь, не учитывать, считать Землю материальной точкой в данной задаче. То есть материальная точка, когда мы рассматриваем, мы говорили это и на прошлой паре, если мы говорим о материальной точке, мы не учитываем размер самого тела, о котором мы говорим. Для нас материальной точкой является и Земля, и человек, и какая-то даже там букашка, муравей, без разницы, потому что мы не учитываем размеры тела, если мы это принимаем тело за материальную точку. В одной задаче тело может быть материальной точкой, а в другой задаче это же тело нельзя считать материальной точкой. Теперь движение материальной точки, траектория, путь перемещения. Мы с вами тоже говорили это в предыдущем занятии. Тоже очень здесь много понятий и именно определений. Поэтому описать, траектория, прямолинейный. Много вопросов было, ошибок в тесте, в домашнем задании, которое я вам дал. Что такое там траектория, что такое перемещение. Поэтому обратите внимание, что такое траектория, что такое прямолинейный, кривая, криволинейный, промежуток, перемещаться, перемещение, путь, направление, показать, вектор, соединять, начало, начальный, конец, конечный, замкнутый, характеристика, характеризовать, характеризоваться, обозначение, символ,
величина, скорость, ускорение. Вы не переживайте, данную презентацию я вам вышлю. Вы еще раз подробно сможете это все себе записать, переписать. Также, если вы ведете словарик, то тоже эти термины внести в свой словарик и знать эти слова. Теперь разберем точку и его движение. Когда точка тела движется, она описывает линию. Вот, допустим, я описываю линию курсором мыши. Она может быть какая хочешь. И ровная, и круг, и овал, и квадрат. Это все траектории. Линия, по которой движется тело, называется траекторией. Вот и мой курсор движется, как ему хочется, этому курсору. Запомнили, потому что в задании, в тесте тоже, там было, если вы помните, вопрос про траекторию и перемещение, и многие ответили на него неправильно. Поэтому мы проходим это определение снова, чтобы вы точно запомнили и в словарике поняли, что это такое. Если траектория прямая линия, движение прямолинейное, то есть если точка перемещается прямо по прямой линии, то это прямолинейное. Движение по траектории АБ прямолинейное. Вот рассматривают прямолинейное движение. Если траектория кривая линия, движение криволинейное. Движение по траектории С и Д, и Е и F, вы видите, что это не прямая линия, это криволинейное движение. При движении точки ее координаты изменяются по времени. Дельта Т, промежуток времени. Дельта Т мы все знаем. Это разница между конечным временем и начальным временем. Точка перемещается по траектории за время дельта Т. Точка проходит путь S, равный длине траектории. Путь – это длина траектории, по которой перемещается тело за время дельта Т. Вот, на рисунке показано, что путь SA равно 3 метра. Ну, допустим, мы взяли, что вот этот один отрезок – это метр, 1 метр. Это, понятно, масштабируется в масштабе. SD 5 метров и EF 7 метров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Направление движения тела показывает вектор перемещения. Дельта R вектор. Вектор перемещения или перемещения дельта R – это вектор, который соединяет начальную и конечную точку траектории. Вы видите, что у нас была траектория АБ. Ну, вектор совпадает сейчас с траекторией, потому что движение прямолинейное. В следующем случае, когда SD, вот это у нас траектория, а вектор у нас R, который соединяет просто по прямой линии точку S и точку D, начальную и конечную точку. В том же случае и EF. У нас траектория не прямая линия, криволинейная, а вектор у нас соединяет начальную и конечную точку. Также у вас была задача про окружность или про замкнутый контур. Вот, допустим, у нас и есть, что вот это у нас такая овал замкнутая, это у нас траектория, а вектор у нас здесь только просто точка К, который равен нулю. Для замкнутого движение начинается в точке К и заканчивается в этой же самой точке К. Перемещение равно нулю. Вектор R равен нулю. Время дельта T, путь S, перемещение дельта R – это характеристики движения. Это обозначение или символы характеристик движения. Вот как мы обозначаем. Движение характеризуется еще такими величинами, как скорость и ускорение.
Мы тоже это разбирали на прошлой паре. И тоже нужно запомнить, что это векторная величина, то есть имеет свое направление. Следующие физические величины и единицы их измерения. Мы говорим про скорость, про вектор, про время, и вы должны четко понимать, как они звучат на русском языке, и понимать вообще, как их использовать. Единицы измерения. Размерность. Вычислять. Формула. Метр. Что измеряется у нас в метрах? Путь, да, перемещение, да, правильно. Секунда. Что измеряется в секундах? Время. Основной, производный, составлять, составить, принять. Международный, интернациональный. Международный. Представлять. Некоторый. Дополнительный. Масса. В чем измеряется масса? В чем измеряется? В системе в граммах. Грамм. Да, а килограмм что такое? Сколько в килограмме грамм? Да, 1000. Грамм в килограмме. Сила тока. Тоже будем ее рассматривать. В чем измеряется сила тока? В амперах. Термодинамический. Температура. В чем измеряется температура? Обычно мы ее измеряем в Цельсиях. Также мы ее можем измерять и в кельвинах. Количество вещества в молях измеряется. Сила света. Кандела. Угол. Плоский. Телесный. Обратите внимание. Радиан. Углы могут измеряться как в градусах, так и в радианах. Стерадиан. Площадь. Квадрат. Квадратный корень, допустим. Куб. Кубический. Объем. Период. Частота. Герц. Плотность. Импульс. Сила. Ньютон. Момент. Давление. Паскаль. Работа. Энергия. Джоуль. Мощность. Ватт. Все, эти понятия у вас будут, еще раз можете их посмотреть. И также внести, если вы ведете свой словарик, внести в свой словарик. Время, путь перемещения, скорость и ускорение – это физические величины, которые характеризуют движение. Физическая величина, снова понятие, которое вы должны понимать, и если будет у вас такой вопрос, ответить на него. Это характеристика физического тела или явления, которую можно измерить или вычислить. Путь, время, перемещение измеряют, а скорость и ускорение вычисляют по формулам. Этих формулам я сейчас вам тоже напомню. Также мы их рассматривали и на предыдущем занятии. Для измерения физических величин нужны приборы. Например, для измерения длины нужна линейка, а для измерения времени нужны часы. Каждую физическую величину обозначают буквой латинского или греческого алфавита. Эти буквы называют символами физических величин. Например, S, мы всегда S, буква S, обозначаем путь. Также мы буквой S позже будем обозначать площадь. Площадь, допустим, квадрата. Буквой R мы будем обозначать перемещение. Буква V, как вы знаете, или вот она вот так пишется V, скорость.
Буква частота. В таблице 2 приведены греческий и латинский алфавиты и их транскрипция. Вот. Но я не буду сильно останавливаться на данной таблице. У вас будет презентация, вы сможете, если что, ее пройти. Как мы называем вот каждую из этих букв. А, Б, С, Д, Э, Ф, G, H, I и так далее. Также греческий алфавит. Мы используем А, альфа, бета, гамма, дельта, мы говорим, эпсилон, зета, это и так далее. Каждая физическая величина имеет свою единицу измерения. Размерность, мы уже касались. Я задавал вам вопрос. Единица измерения пути, метр. Времени, секунда. Скорости, метр в секунду. А ускорение вы скажите как? В чем измеряется ускорение? Кто скажет? Метр на секунду в квадрате. Единицы измерения делятся на основные и производные. Единицы измерения, которые можно измерить, называются основными. Единицы измерения, которые вычисляют по формулам, называют производные. Тоже запомните, пожалуйста, это. Что, допустим, если мы время можем измерить, то скорость мы вычисляем по формулам. Допустим, S равно V умножить на T. S мы можем измерить, T мы можем измерить, а V мы вычисляем. Исходя из S, мы делим на T. Основные дополнительные и производные единицы измерения вместе составляют систему единиц измерения. Одна из принятых международных систем единиц – это Си, система интернациональная. Вот мы часто будем использовать, я буду говорить, переведите, пожалуйста, данные единицы измерения в Си. Вы должны понимать, что Си – это система интернациональная, то есть она была принята в 1960 году. Большинство стран приняли решение о переходе к этой системе. Вот в таблице будет рассмотрено некоторые физические величины и их единицы измерения в международной интернациональной системе Си. Система Си имеет три группы единиц измерения. Основные, то есть которые можем измерить, дополнительные и производные. Основных единиц измерения 7. Это метр, килограмм или грамм, правильные, секунда, ампер, кельвин, моль, кандела. Дополнительных единиц измерения 2, а производных единиц измерения очень и очень много. Каждая производная единица измерения состоит из основных единиц. Например, единица измерения скорости, ее получают по формуле V равно S делить на T, где S это путь, единица измерения пути в Си, метр, T это время, единица измерения времени в Си, секунда. Метр и секунда это основные единицы измерения, а метр на секунду, то есть скорость, да, в чем измеряется, это производная единица измерения, которую мы можем получить по формуле. Это вы тоже должны понимать. Вот эта таблица. Я сейчас на ней останавливаться не буду долго. Вы тоже ее рассмотрите дома. Вот длина в метрах измеряется, масса килограмм, время секунда, сила в амперах. Это основные, видите, единицы измерения. Количество в молях, сила света в амперах, плоский угол в радианах, телесный угол в стерадиан. Площадь. Производные единицы. Видите уже? Площадь, квадратный метр. Как мы можем получить площадь? Длину умножить на длину, допустим. Да? Длину на ширину. Площадь. S равно А умножить на B. Площадь. Допустим, прямоугольник. Или, допустим, квадрата. S равно А. Видите, у квадрата стороны одинаковые. И равно А квадрат. Площадь, объем. Объем, как мы можем получить объем? Допустим, куба.
Да, если это куб с одинаковыми кранями, это А умножить на А умножить на А. И равно А куб. И отсюда и единица измерения, метров в кубе. Ускорение метра на секунду в квадрате. Угловая скорость радиан в секунду, период секунда, частота герц. Плотность, импульс, сила, давление, работа, энергия, мощность. Это все посмотрите дома. Дальше векторные и скалярные физические величины. Мы переходим к скаляр. Тоже путались многие, что такое скаляр, а что такое вектор. Число, положительный, отрицательный, градус, отвечать, вопрос, сколько, отличие, какой, стрелка, модуль, иметь, значение. Теперь физические величины делятся на две группы. Тоже были очень много ошибок, что такое скаляр, что такое вектор. Векторные и скалярные величины. Скалярная величина, скаляр по-другому коротко ее называют, это величина, которая характеризуется положительным или отрицательным числом. Например, температура Т может быть плюс 10 градусов Цельсия или минус 10 градусов Цельсия. Путь S отвечает на вопрос, на сколько, на какое количество метров переместилось тело. Физические величины, температура Т или Т, да, допустим, ее большой и малой буквы. Путь S, время Т, масса m. Это все скалярные величины. Понимаете, да? Это которые характеризуются и положительным, и отрицательным числом. Векторные величины. Вектор – это величина, которая характеризуется числом и направлением в пространстве. Например, перемещение. То есть не путайте, перемещение – это векторная величина, а путь – это скалярная величина. Очень много ошибок поэтому делают, очень много. В отличие от пути S, отвечает на два вопроса. На сколько переместилось тело и в каком направлении переместилось тело. Если путь S отвечает на вопрос, насколько просто переместилось тело, то это и насколько, и в каком направлении переместилось тело. Вектор – это направленный отрезок прямой. Вектор изображается прямой линией со стрелкой на конце. Стрелка показывает направление вектора. Векторную физическую величину обозначает стрелкой над символом или выделяет жирным шрифтом. Например, F или F. Иногда вот в тексте вы встретите F с жирным шрифтом. Это будет означать, что это тоже величина. Ладно, я сейчас не буду показывать. Что это тоже обозначает так в книжках векторную величину. Модуль вектора – это длина вектора. Модуль, мы говорили на прошлый раз, модуль вектора – это длина вектора. Модуль вектора всегда имеет положительное значение. То есть, если мы говорим, что берем по модулю, то значит мы берем, то в итоге у нас всегда получится положительное значение. Не бывает такое, что мы взяли модуль, получилось отрицательное. Если берем по модулю, мы понимаем, что мы берем положительное значение данной величины. Физические величины перемещения, скорость, ускорение, сила – это векторные величины. Для прямолинейного движения модуль вектора перемещения – это путь. Это для прямолинейного движения, то есть только для прямолинейного. То есть r, вектор наш, равен пути для прямолинейного движения, еще раз повторяю. Вот, вектор А, вектор r. Действия с векторами. Мы в прошлый раз это тоже говорили, но тоже многие потом задавали мне вопросы, писали в личные сообщения в WhatsApp. Действия. Поэтому алгебраический, равенство, если, параллельный, одинаковый, противоположный, сложение, складывать, сумма, составляющий, результирующий, правило. Параллелограмм, треугольник, переносить, совпадать, построить, проводить, диагональ, получить, ломаное, несколько, проще, вычитывание, умножение, включать, антипараллелен.
произведение, перемножение, косинус, синус, проекция, опустить, перпендикуляр, разность, известный. Вектор имеет величину, длину и направление. Поэтому действия, которые мы производим с векторами, отличаются от алгебраических действий с числами. Ведь числа не имеют направления, они имеют просто величину, а все-таки векторы имеют и направление. Поэтому все вот эти действия, которые мы производим с векторами, умножение, сложение, совершенно отличаются. Мы разбирали это с вами на прошлой паре и повторим еще кратко сейчас. Два вектора равны, если они равны по величине, то есть равны по их модулю. И они имеют одинаковое направление, то есть А и Б имеют одинаковое направление, вот показано на рисунке, и одинаковые по модулю, то есть по длине, вот показано. Если два вектора равны по величине, параллельны, но имеют противоположное направление, то говорят, что c равно минус d. Но при этом они по модулю равны. Если это было бы просто отрезки, то мы бы просто говорили, они равны. Но в случае с векторами, так как они имеют и направление, мы говорим, что они противоположны друг другу, потому что они направлены в разные стороны. Сложение векторов. Мы тоже об этом говорили на прошлой паре. Векторные величины складываются геометрически. Скалярные величины складываются алгебраически. Определим вектор c, который равен сумме векторов a и b. Вот на рисунке мы смотрим. Есть вектор А, есть вектор b, и мы должны найти результирующий вектор c, который равен сумме этих двух векторов А и b. А и b это называемые составляющие векторы, угол альфа, угол между векторами, А и b, и c результирующий вектор. Посмотрим, как его найти. Есть два правила сложения векторов. Правило параллелограмма и правило треугольника. Правило параллелограмма, вот оно представлено здесь. Как найти результирующий сумму, то есть векторов вектора А и Б. Как найти? Правило параллелограмма. Перенесем вектор А и Б параллельно самим себе в точку 0. Вот, допустим, здесь был вектор А, вектор b. Мы их перенесли вот в точку 0. То есть смогли их перенести, чтобы они начинались с одной точки. Так, чтобы их начала совпадали. У нас совпадают А и Б. На векторах построим параллелограмм. 0, А, С, Б. Проведем из точки 0 диагональ параллелограмма ОС. Это и есть результирующий вектор С. Величина, модуль вектора С определяется по следующей формуле. Модуль, то есть длину вектора С, как мы можем найти? Равен С, А в квадрате, понятно, что по модулю, Б в квадрате, 2А b умножить на косинус альфа. Косинус альфа. Мы это тоже с вами рассматривали на прошлой паре. Правило треугольника. То есть есть два правила, как мы можем найти. Чтобы сложить два вектора А и Б по правилу треугольника, перенесем их параллельно самим себе так, чтобы конец вектора А и начало вектора Б совпадали. Допустим, мы вот возьмем вектор А. Вот у нас вектор А. И есть где-то там вектор b. Как вот нам посчитать сумму вот этих векторов? А плюс b. Вот. Мы их взяли и перенесли.
b и a, чтобы конец вектора а и начало вектора b совпадали. Получим ломаную линию О0, АС. ОАС некоторые называют, потому что О0 это начало координат. Результирующий вектор С, вот С, вектор С, это вектор, который соединяет начало 0 и конец С, ломаной линии. С равно ОС. Понятно, да? Сложение нескольких векторов проще проводить по правилу треугольника. Вот, допустим, показано, что А, Б, С, Д, Ф. То есть, допустим, у нас вот это уже показано как. Здесь вектор А, здесь у нас там где-то вектор Б, здесь там где-то у нас С, где-то здесь у нас D вектор. И как вот эти все вектора, как сложить? B, C, D. Мы должны их перенести так, чтобы конец вектора А совпадал с началом вектора B. Потом конец вектора B совпадал с C. И конец C совпадал с началом вектора D. И это все будет равно вектору F. Ясно, понятно? Идем дальше. Вычитание векторов. Вычитание векторов производится по тем же правилам, что и сложение. D равно A минус B. Вот у нас есть D, результирующая A и B. Вот вектора A и B. По какому правилу здесь складываются вектора? По правилу. Вот правило параллелограмма. Да, мы видим, что взяли сначала вектор b минус b, да, вектор b. Также его перенесли, просто поменяли его направление, так как он со знаком минуса. И по правилу параллелограмма посчитали сумму векторов А из плюс, получается А плюс минус вектор B равно А минус B. И равно это все вектору D по правилу параллелограмма. Теперь умножение векторов. Тоже на прошлой паре мы рассматривали, но у многих возникли вопросы. Умножение векторов включает несколько действий. Рассмотрим некоторые из них. Умножение вектора на число n. При умножении вектора А на положительное число n, то есть большего нуля. Так. При умножении вектора А на положительное число n, результирующий вектор c n умножить на А будет параллелен вектору А. Вот мы видим на рисунке, что у нас есть вектор А. Нам нужно этот вектор А умножить на любое число, на n, которое при n больше нуля. И мы видим, что модуль вектора c в n раз просто больше модуля вектора А.
мы видим, что два раза он больше. Раз, два. При умножении вектора на отрицательное число n, результирующий вектор будет антипараллелен вектору А. Модуль результирующего вектора равен c по модулю n умножить на А. Мы видим, что да, при n, когда мы умножаем на скалярную величину n, которая меньше нуля, то есть отрицательная, меняется направление вектора c. То есть оно будет минус 2а. Но по модулю, мы же когда берем по модулю, что этот вектор c, что этот вектор c будут одинаковыми. Скалярное произведение векторов при скалярном перемножении двух векторов а и b, альфа, это угол между направлениями данных векторов, получаем скалярное произведение. Скалярное произведение двух векторов это скаляр, численное значение которого равно произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними. То есть вот мы взяли вектор а, вектор b, взяли по модулю каждый из этих векторов и умножили на косинус угла между ними. А, b вектор и угол альфа. Чтобы перемножить эти вектора, мы берем по модулю и умножаем на косинус угла альфа. Например, работа А есть скалярное произведение силы F на вектор перемещения R. Вот, мы будем с вами проходить, что такое работа, что такое сила. И вот задачка из будущего, так называется. Теперь проекция вектора на координатную ось. Мы на прошлой паре тоже это я вам чертил, показывал. Но еще раз. Вектор А находится в системе координат x, o, y. Вот, x, o, y. Между вектором вектор А и положительным направлением оси OX угол составляет альфа. Вот, это у нас вектор А. Угол между положительной оси, видите, мы проекцию сделали альфа. Чтобы найти проекцию вектора АБ на координатную ось OX, надо определить координаты начала и конца вектора АБ. Опустим перпендикуляры на ось X. Вот мы опустили перпендикуляры. Из конца А и начала Б. Вектора АБ. Длина отрезка AXBX это проекция вектора АБ на ось OX. AXBX минус равно BX минус AX и равно 3 минус 1. Мы видели, что отпустили. Это значение 1, 2, 3. Значит, AX, то есть проекция на ось X равно 3 минус 1 и равно 2. Это проекция на ось X. И не нужно путать, что какая проекция на ось Y? Проекция вектора на координатную ось. Это скалярная величина, равная разности координат конца и начала вектора. Проекция вектора на оси OX и OY можно вычислить по формулам, если известный модуль вектора А и угол альфа. Вот мы можем и из угла альфа вычесть. То есть проекция на ось AX равен А, модуль А, да, вектора А, умножить на косинус угла альфа между вектором и осью X. AY равен А по модулю вектора, да, мы взяли, умножить на синус альфа. Синус альфа. Ясно, да? Отлично. Теперь перейдем к параметры прямолинейного движения. Скорость и ускорение. Параметр пройденный, совершить, мгновенный, средний, стремится в течение. Движение точки вдоль оси ОХ из положения x0
время t0 в положении x1, время t1 характеризуют такие параметры: радиус вектор r0 и r1, перемещение дельта r равно r1 минус r0, пройденный путь s равен модуль дельта r, промежуток времени дельта t равен t1 минус t0, а также скорость v и ускорение a. Вот мы рассматриваем движение по оси x. Определим, что такое скорость и ускорение. Мы в прошлом раз тоже это определяли. Скорость – это физическая величина, которая показывает, какое перемещение совершило тело за единицу времени. Скорость – это вектор, это нужно помнить. Направление вектора совпадает с направлением вектора перемещения. Модуль скорости для прямолинейного движения равен дельта r, взятый по модулю, делить на t, или v равно s делить на t. Путь – это путь, скалярная величина, не путайте, это перемещение. Единицей измерения размерностью скорости в c является m делить на s. Скорость может быть мгновенной и средней. Был вопрос про среднюю скорость, многие из вас тоже на него ответили неправильно. Мгновенная скорость – это скорость в данный момент времени, в данной точке траектории. Мгновенная скорость равна пределу отношений дельта r перемещения и делить на t, когда дельта t стремится к нулю. Мгновенная скорость при неравномерном движении имеет неодинаковое значение в разные моменты времени. То есть, вот, мгновенную скорость это определяет ГАИ, полиция, когда машина едет, и определяет ее скорость, измерив ее мгновенное значение. Средняя скорость, или V, характеризует неравномерное движение на участке пути. Средняя скорость, вот тоже был вопрос, какую среднюю скорость характеризует, равномерное или неравномерное движение? Многие ответили равномерное, на самом деле неравномерное движение. Средняя скорость на данном участке пути дельта S численно равна отношению пути этого участка к времени движения дельта T на этом участке. Запомнили? Вот эту формулу мы с вами знаем. Дельта S делить на дельта T. Ускорение. Это физическая величина. Мы с вами выводили формулу, которая показывает, как изменяется скорость в единицу времени. Ускорение это тоже вектор. Направление ускорения совпадает с направлением изменения скорости. То есть, если будет скорость увеличиваться, то вектор будет совпадать с скоростью, с направлением? Да, будет совпадать. Если скорость будет уменьшаться, то вектор будет уменьшаться. Единица измерения ускорения в c является метр делить на секунду в квадрате. Механика. Мы перешли к механике. Механика это раздел физики. Механика рассматривает взаимодействие физических тел, изменение их положения относительно друг друга в пространстве и во времени. Она состоит из трех частей: кинематики, которую мы сейчас с вами рассматриваем, динамики и статики. Кинематика – это раздел механики, в котором изучают виды движения. Кинематика отвечает на вопрос, как движется тело. Динамика – раздел механики, в котором изучают движение тела под действием приложенных к ним сил. Динамика рассматривает причины движения, отвечает на вопрос, почему движется тело. Статика изучает условия равновесия тел. Тоже короткий словарик. Взаимодействие. Взаимодействовать. Причина. Зависеть. Зависимость. Функция. Линейная. Квадратичная. Равнозамедленная. Равномерная. Равнопеременная. Равноускоренная. Неравномерный. Сложное движение. График.
свободный, свободное падение, сила тяжести, вакуум, бросать, падать, падение, подъем, сопротивление, окружность, дуга, угол, угол поворота, касательное, центростремительное ускорение. Теперь кинематические законы движения. Тоже есть много понятий, которые также будут у вас в экзамене. Это выражение зависимости координаты движущейся точки от времени. Координата движущейся точки есть функция времени. Параметры движения – это такие физические величины, как путь, перемещение, время, скорость, ускорение. Движение может быть прямолинейным и криволинейным, равномерным и неравномерным. Равномерное движение – это движение, при котором скорость тела не изменяется. Скорость остается постоянной, v равно константа. То есть за любые промежутки времени тело проходит равные отрезки пути. Равномерное движение может быть прямолинейным, если тело движется по прямой линии равномерно, и криволинейным, если тело равномерно движется по кривой линии. Неравномерное движение – это движение, при котором скорость тела изменяется, то есть v не равно константе. Неравномерное движение может быть прямолинейным и криволинейным. Таким образом, имеется 4 вида движения. Прямолинейное, равномерное, прямолинейное, неравномерное, криволинейное, равномерное и криволинейное, неравномерное. Переходим, добавим, что каждый вид движения может быть сложным. Сложное движение – это движение, при котором тело перемещается в 2 и более направлениях. Результирующая скорость сложного движения равна сумме векторов скоростей отдельных составляющих движений. Мы это тоже с вами будем изучать. Это уже сложная физика, движение в разных осях, при разных скоростях. Величина модуль результирующей скорости равна результирующая v1 в квадрате плюс v2 в квадрате плюс 2v1 умножить на v2 умножить на косинус угла между ними. Вот рисунок. Если угол между векторами скоростей альфа равен 90 градусов, вот как вы видите здесь альфа 90 градусов, то формула для результирующей скорости будет равна v1 в квадрате плюс v2 в квадрате, взятый под корнем. Ниже представлены определения уравнения формулы и графики, которые характеризуют каждый вид движения на следующем слайде. Теперь прямолинейное, равномерное. Это движение по прямой линии с постоянной скоростью v равно константа. Параметры этого движения. Скорость, ускорение равно нулю. Почему ускорение равно нулю? Потому что скорость не изменяется. Перемещение r равно v умножить на t. Путь равен s равно v умножить на t. Координата x мы выводили, да, помните эту формулу. X нулевое плюс vt. Откуда она взята? S равно vt. S равно x минус x нулевое. Это между собой равно. И отсюда мы получаем, что x минус x нулевое равно vt. И тогда x равно vt. Вот мы переносим, да, сюда. Плюс v нулевое. Здесь графики прямолинейного равномерного движения. Мы видим, что скорость у нас постоянна. Здесь зависимость пути от времени. И здесь мы видим, что движение началось с отметки x нулевое. И также оно имеет прямую линию. Для прямолинейного равномерного движения график зависимости скорости от времени – это прямая линия, параллельно оси времени t.
График зависимости пути от времени и координаты от времени – это прямая линия, наклонная к оси времени t. При построении графика надо помнить, что при заданном движении путь не может иметь начальной величины. Если t равно нулю, то и s равно нулю. Понятно, да? Что путь это x минус x нулевое. И оно не может никак иметь начальную величину, потому что это разность ведь координат. Ну и при времени равном t нулевое. Путь не может уменьшаться. Угол наклона прямой ST зависит от величины скорости v. Дальше. Прямолинейно неравномерное движение. Это движение по прямой линии с изменяющейся скоростью. Тоже был такой вопрос. Если ускорение величина постоянная, то такое движение называется равнопеременным. А равно константе. То есть за любые равные промежутки времени скорость изменяется на одинаковую величину. Равнопеременное движение, при котором скорость тела увеличивается, называется равноускоренным. Когда скорость тела увеличивается постоянно, равноускоренным. Параметры этого движения: ускорение уже константа больше нуля, изменение скорости v2 больше нуля, скорость, мы видим этот вид, да, который получился из a равно v минус v нулевое t. Вот, путь. Мы помним, эту формулу мы выводили, и эту формулу мы выводили на прошлой паре. Перемещение, r, и координата x, x нулевое, v нулевое, t, а t квадрат делить на 2. Мы тоже эту формулу выводили. Мы видим, что здесь ускорение у нас постоянное. Для прямолинейного равномерного движения график зависимости равнопеременного движения график зависимости пути от времени – это квадратичная парабола. Вот у нас парабола. По графику скорости можно определить путь. Он численно равен площади трапеции. Мы, помните, в прошлом паре тоже выводили вот площадь трапеции. S равно OA плюс BC умножить на OC. И вот мы получили вот эту формулу. В прошлой паре, кто забыл, можете посмотреть запись предыдущей лекции. Ну все, на этом мы данную пару заканчиваем. Помните, что у нас есть группа в WhatsApp, также вы можете написать мне все свои вопросы в личные сообщения в WhatsApp. Всегда пользуйтесь Google таблицей, где будут выкладываться, как я вам говорил на первом слайде, все материалы нашей лекции и видеозапись нашей лекции, а также будет отмечаться выполнение вашего домашнего задания и ссылка на домашнее задание. Также YouTube канал, на котором будут все записи лекций, также ссылками на материалы. Сейчас мы перейдем к практическому занятию, решению задач. Перерыв у нас будет 15 минут. Через 15 минут подключайтесь обратно к конференции. Продолжим наше занятие по решению задач. До скорого!